Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Гаага. Предложение одного австрийского джентльмена о переговорах с режимом в Вене напомнило мне сцену из «Крестного отца». Дон Корлеоне прочитал поучительную лекцию своему сыну Майклу. Война между гангстерами была в разгаре, приносила убытки, все устали. Незадолго до кончины отец говорит сыну: «Слушай, кто бы ни позвал тебя на встречу с Борзини, он предатель. Не забудь это». Пожилого джентльмена из Вены зовут Мартин Сайдик. И мне понятно, чем он занимается. Он защищает интересы крупного австрийского бизнеса, который, в свою очередь, сильно завязан на интересы крупного российского бизнеса. У господина Сайдика в послужном списке спецоперация, которая называется «Переговоры по Донбассу». После нее Европа потеряла значительную долю влияния на ситуацию на востоке Украины. Таких Сайдиков хватает среди европейских дипломатов, приверженцев Realpolitik. Господин Сайдик не чувствует нашей боли и имитацию переговоров в Вене собирается продать как свой миротворческий успех. Я полагаю, что умным и внимательным слушателям Радио Гаага понятно, почему я называю это имитацией переговоров. Любые переговоры с надзирателями фашистского концлагеря должны начинаться с полного и безоговорочного освобождения пленных. Только после этого можно, не здороваясь, садиться за стол. Переговоры следует вести только с высшими должностными лицами из администрации концлагеря и только об условиях капитуляции. И кого же, давайте присмотримся, нам предлагают за стол конференции с циничным заголовком «Восстановление доверия». Читаем фамилии: Силицкий, Шпаковский, Воскресенский, Прейгерман. То есть вся комсомольско-ГБшная пиздобратья. Информационная обслуга Рейха, шестерки Тертеля и Макея. Спецоперация по публичному унижению демократических сил с замахом на приостановку санкций. Ну а чего? Вы же хотели диалог? Вот будет вам и диалог. Вот вам мое мнение, дорогие слушатели Радио Гаага. Любой представитель демократических сил, который пожмет руку этим сволочам, не говоря уже о том, чтобы сесть с ними за стол переговоров, либо полезный идиот, либо настоящий предатель белорусского народа. Точка. А теперь посмотрим на восток. В ордынской столице смена настроений. Газпромовская промыкашка Венедиктов виртуозно исполняет спецзадания, ему не впервой, и берет интервью у Светланы Тихановской. Он утверждает, что давно хотел, вот только вот случай представился. На одиозном русском НТВ в это же время расчетливо унижают Лукашенко, но за флажки не заходят, дрессированные. Казалось бы, ну вот, смена настроений, Москва с нами. Жители второго аморфного барака, наши хатоскрайники, ну и третьего красно-зеленого, запаслись попкорном и прильнули к экранам. Ух ты, вот это поворот сюжета. И как же на этот раз наша сипатая шлюшка будет выкручиваться? И лишь в первом бараке спокойно скалятся и продолжают точить кинжал. Первый барак не наебешь. Первый барак видал это кино и раньше. Сериал «Крестный батька» на НТВ 2010 года. «Вальсы Макея в вышиванке» в 2015. Первый барак опытный. Первый барак понимает, что все эти садо-мазо игры между Путиным и Лукашенко значит немного. Москва подкручивает огонь на плите не для того, чтобы освободить белорусский народ от фашизма, а лишь для того, чтобы картофельный лось не ерепенился в кабинете у нотариуса. Москва знает, что лучше, чем Лукашенко, на роль белорусского Кадырова им не найти. А есть ли нам какой профит от этих танцев? Есть небольшой. Вот слили данные соцопросов ЦИОМ, считай, русской разведки. Картина оптимистическая. Стакан наполовину полон. Две важные цифры. 40% белорусов готовы вернуться в протест. И 66% категорически против интеграции с Россией.
Не спешат белорусы в саратовскую колонию. Нам и своих окрестина хватает. Ну что ж, отличные цифры. Важно помнить, дорогие радиослушатели, освобождение с Востока к нам не придет. Эти двое заодно. В главном сходятся, состоят членами в одном клубе. Первое правило этого клуба диктаторов – народ не имеет права голоса. Решает за всех пахан. Из нашего концлагеря, дорогие радиослушатели, выходов осталось не так много. Если кто-то верит, что он склеит ласты, скопытится от нервного напряжения, заболеет и умрет, не надейтесь. Это, блядь, будет жить долго. Он строит свои планы аж за 25-й год. Укололся Pfizer'ом, эта информация подтверждается. Спит крепко. Здравствует. А если что-то в этой жирной старой тушке и забарахлит, то в лучшей дубайской клинике ему тут же поменяют батарейки. Денег не жалко. Пассивно смотреть за ошибками режима – плохой план победы. Любое действие, любое активное действие – это гвоздь в крышку гроба. Не всем быть смелыми, как Зельцер. Не рукопожатие, игнор, экономический бойкот, пахарда, забастовка, любая забастовка, лежачая, стоячая, сидячая – все это в копилку сопротивления. Вот Дылевский, например. Молодец или авантюрист? Молодец, что авантюрист. Придумал новый белорусский вид забастовки. Я себе забастовку представлял по-другому. Оказалось, что ее можно совместить с народным карантином. Вот и умница. Желаю ему полного успеха, как и всем нам. А на их дудочку не отвлекаться. Не позволять себя усыпить, не быть лохами. Кремлевский заговор против Лукашенко. Игра в референдум. Слухи о том, что он вообще, мол, вот-вот решит уйти. Все вышеперечисленное наперстки. Оперативная комбинация, ГБшная разводка. Не ведемся, не отвлекаемся на ложные цели. Организуемся, готовимся. Остался нам только один способ, дорогие белорусы. Один лишь способ. Но работает сразу против этих двух дружков. И чем больше будет людей на этой упрямой площади, тем меньше у нас будет потерь. Так что слава Украине и живе Беларусь!